Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Всем большое спасибо, что ждете нашей встречи в прямом эфире с Игорем Масильчуком. Он на связи. Игорь Владимирович, приветствую вас. Приветствую, Александр, приветствую наших уважаемых зрителей. Я очень всем благодарен, друзья, что пишете хорошие, добрые комментарии. И, знаете, думайте тоже в этих комментариях. Думаем вместе мы над тем, что происходит, потому что, вот правда, заметили, что там полдня проходит абсолютно все по-другому. То есть вроде как ты анализировал, чему-то пришел, а получается наоборот или абсолютно в другую сторону все бросает. Но магистральный анализ остается тот же. И горе тем, кто забывает сказанное раньше. Но вы, уважаемая аудитория, не из таких, и мы в вас верим, потому что даже когда хочется, ну вот кажется, что ты там чего-то где-то вот все поменял, но все-таки вы возвращаете к правильному руслу происходящего. Это касается и Ближнего Востока, и, конечно, Украины, и визита Зеленского, и выступления сегодня на мероприятиях в рамках саммита НАТО, ну как в рамках, около саммита НАТО. Обо всем об этом поговорим, скажу лишь два слова. Подпишитесь на Игоря Масильчука, следите за его выпусками и эксклюзивами в том числе. Проще искать на телеграм-канале, да, ну и, конечно, на ютубе тоже милости прошу. QR-код, который видите возле меня, это возможность, если работает сервис, ворваться в эфир со своим мнением, мыслью, предложением, вот прям никого не дожидаясь, а так все как всегда. Беседуем и после уделяем вопросы зрителей. Как всегда, не волнуйтесь, если какие-то вопросы из сообщества YouTube, из чата или, да, вот из, ну, в клубе зрителей Шелест, конечно, все прозвучат обязательно в телеграм-канале. Но, тем не менее, если какие-то вопросы останутся без ответа, Игорь Владимирович на своем канале делает, скажем так, пост-шоу и отвечает на вопросы, которые мы не успели проехать. В общем, это такая преамбула традиционная, но на самом деле очень важно сейчас максимально включиться, чтобы понять, что нас ждет дальше. Начнем с опроса. Ну, это такое сакраментальное уже интервью Зеленского, Sky News. У него спрашивают, а что? Он говорит, ну я, конечно, может, не лучший президент, но я точно опытный. Короче, собрался он до конца войны быть президентом. Но тут же возникает вопрос, подождите, Ермак буквально 2 дня назад говорил, что какой конец войны? Он на второй срок должен идти, самый демократичный наш. И тут Зеленский выдает такую историю, как бы немножко кокетливо, немножко по-политически так с ужимками. И это меня толкает на опрос сегодняшней аудитории, он звучит так. Да будет ли президентство Зеленский до конца войны? Варианты. Да, нет. И тут уже такие варианты. Зависит от Трампа, зависит от Путина. Не от Трампа, а вот именно отдельно от Трампа и от Путина. 4 варианта. Голосуйте, какой ваш вариант. Игорь Владимирович, как проголосовали вы? Я считаю, что тут нельзя ответить одним кликом, ну, на этот вопрос. Я думаю, что не добудет, потому что окончание войны все равно будет подписано соглашение, документ будет подписан, и этот документ должен будет подписывать легитимный представитель украинского государства. Если, конечно, даст Бог, нам удастся его сберечь от этих ликвидаторов зеленых государственностей и утилизации наций. Поэтому я бы скомбинировал это таким образом, что не будет, а повлияет ли на это Трамп, Путин, все вместе, это будет зависеть от развития ситуации, от каждого из нас, от украинского народа по причине того, что ситуация, как вы в начале вступлении заметили, ситуация меняется, ускоряется, изменяет траекторию своего развития практически по нескольку раз, даже иногда на день. Хотя магистрально остается все по-прежнему. Они хотят войны,
я имею в виду зеленых гнид и диктатора Зеленского, мы, украинский народ, хотим мира. И я скажу так, вот ситуация, которая имела место с господином Чернышовым, одна из причин, что он впал в немилость к Андрею Ермаку, который является на сегодня регентом Украины, это то, что он в зеленое ухо внес правду. Он, Какую? он сказал, что 70% украинцев ненавидит Зеленского и всю зеленую шобу. И, соответственно, когда Зеленскому сказал, вот мы там независимый опрос проводили, там вот и так далее, я так понимаю, это было подкреплено позициями Минтича, там, ну, других близких к семье там людей. Когда Зеленский озвучил это Ермаку, и он понял, что есть альтернативный доступ к зеленому уху, он ходил там по потолку, орал, кричал, ну, а результат пошел посыл в НАБУ. НАБУ вспомнил о деле, которому там больше 3 лет, и погнала догонять Чернышова. Ну, также больше 3 лет дело, которое касается родственника Миндича, через которого, ну, на него тоже выход есть. То есть все эти дела подняли и побежали. Я это называю жабагадюкинг или война за зеленое ухо, за доступ к уху. Кстати, очень интересный момент. Всем же известно, что Марьяны Безуглой на языке, то у Берона современности, это я так Андрея Ермака называю, кто не знает, мой Берон был регентом Российской империи в свое время и фактическим правителем. Так вот, у Андрея Ермака на уме. И сегодня она разразилась постом в отношении Дмитрия Литвина, которого назвала там, активным представителем ЛГБТ-движения, там, ну и так далее, и так далее. Я так понимаю, что Литвин засиделся в зеленом ухе. И сейчас мы будем наблюдать, либо Литвин победит позицию и против Марьяны введут санкции, а я скажу, против всех медийных лиц санкции в первую очередь лоббировал как раз Литвин. Ну, там заинтересантов много было, но именно убеждал зеленое ухо он. А тут вот такая история. То есть теперь либо против Марьяны Безуглой введут санкции, либо Литвину подсрачников надают. Вот. И загонят там в угол петушиный. Ну, знаете, мы вернемся еще к этим всем разборкам среди зеленых гнид. Там же у Марьяны справка, да, аутизм, и она там прыгнула на певца, который там фортецию Бахмут пел, Тараса Тополю, а тот собирает ей 1 000 000 гривен на психиатра, на лечение. А та говорит, собирай, я деньги возьму, но потрачу на дроны. Ну, такая какая-то, знаете, такой детский сад у них там Ой, публичный. Жаба Гадюкин в детской песочнице, я бы так это назвал. Но на самом-то деле серьезные же вещи происходят. Вот смотрите, меня интересует вот вообще само событие. Ну вот смотрите, мы там обсудим сегодня Гаагу, там якобы Трамп должен встречаться с Зеленским, но он как бы предположил, что может встретиться. Хотя вот тоже вот парадокс. Есть четкий анонс, что он встречается на полях саммита НАТО с Эрдоганом. Об этом вот четко сообщение, что вот будет встреча конкретно там.
Ну, переговоры. про С-400, про НАТО, про там, ну, обо всем. То есть сегодня будет такая встреча с Эрдоганом, это объявили обе стороны четко и понятно. Зеленский, как девочка, говорит, ой, встречусь, а может не встречусь, а в общем, как там получится, а мы еще не знаем. Ну, слушайте, президент страны летит на мероприятие, у него там есть определенный, ну, программа определенная, протокол, а он, получается, не знает, встречусь, не встречусь, или это будет на стульчиках, как на похоронах с Папой Римским. Ну да ладно, это такие витиеватые хитрости украинского протокола. Важен же другой момент. Вот как только такая встреча или подобное мероприятие случается трагедия. По состоянию на эту минуту, а мы в прямом эфире, 19:15 сейчас по Киеву и Москве, 17 погибших, 170 раненых. Днепр. Мощный обстрел. Причем, что интересно и что характерно, обстрел велся ряда объектов, то есть несколько было целей запущено. Сообщили, что посечены осколками там детский сад, один, второй школы какие-то, в общем, частный сектор. Но всем сразу же, ровно для Гааги, ровно для международной встречи, начали показывать поезд. Смотрите, пассажирский поезд, Одесса-Запорожье. В общем, его разворотило, люди бедные, там несчастные, посеченные, им оказывают помощь. Но потом немножко прошло времени, да, и мы-то сейчас в прямом эфире можем как бы немножко с холодной головой оценить все происходящее. Убитых в поезде не было, как раз таки. Раз. Людей так выперли из вагонов, они вот там в посадочке, как бы нет организации никакой. То есть это там 180 какой-то километр. Заходил поезд на поворот. Рядом промзона, по которой, собственно, и попали. То есть конкретно попали. А взрывной волной уже разворотило там окна и так далее в этом вагоне. Все жертвы это жертвы с других районов, то есть непосредственно с другой стороны, возможно, и как бы других обстрелов. Но нам показывают поезд, окровавленные вот эти простыни, вот эти Укрзалезницы, вот это вот все. И все как-то так переполошились, ничего себе. И только лишь некоторые задумались, подождите, так а как вы вообще позволили, чтобы да, как бы туда попала ракета? Это что, в Днепре нет ПВО совсем? Или так нужно было вот это все показать? Причем людям очень мало помогли. Они вот как вывалились так горсткой, кто там до Днепра ехал, спустился в метро и поехал себе дальше. Ну там какой-то вагон прицепной отправили на Запорожье, кто не доехал. Вообще, конечно, несмотря на этот весь медиа-эффект, к людям как-то по-скотски отнеслись. Как вы восприняли эти события? На что, вот на чем бы вы сделали акцент? Ну, смотрите, первое. Били по промышленным объектам Днепра и области. Практически, ну, на очень большой процент, если, ну, попадания. Взрывной волной, осколками и так далее задело городскую инфраструктуру. Действительно, пострадало очень много школ, детских садиков, больниц. Слава богу, это днем был удар, и слава богу, что жертв, так цинично говорить, я сочувствую всем, кто потерял родных и близких, но жертв могло быть в десятки, в сотни разов больше. Это раз. Второе. Мне, может, одному, но показалось, что это действительно, как вы правильно подметили, Александр, как-то под Гаагу получилось. Вот. Это два. Третий момент. С поездом. Очевидно, что удар был по заводу. Очевидно, что взрывной волной задело и серьезно повредило поезд, пострадали люди в середине. Это использовали как картинку. Погибших там не было, раненые, пострадавшие были. Но я не увидел
какой-то спасательной операции, каких-то движений, которые бы организованы были. Более того, я скажу так, удар сегодняшний по Днепру может свидетельствовать, что Российская Федерация сконцентрировалась, если говорить о Днепре, по крайней мере, на уничтожении промышленного потенциала Украины и этого города, который есть одним из крупнейших, если не самых больших на сегодняшний день промышленных центров нашей страны. Коксахим уничтожен фактически, я разговаривал с Днепром, фактически уничтожен Коксахим, еще ряд предприятий. Для меня удар по Днепру в первую очередь это как раз то, о чем Зеленский, вчера Ермак, сегодня Зеленский в интервью говорил. Наипотужнейший, наиопытнейший и тому подобное. У меня вопрос, а почему за 4 года при таком количестве систем ПВО, которые передавались Украине, так и не был выстроен какой-то купол, какая-то защита? ПВО в Днепре сегодня фактически не работало. Нет, вопрос, понимаете, в чем дело? У нас ПВО защищает кого-то, и кого оно защищает? Ну вот тоже, да, если брать последние обстрелы Киева, промышленные предприятия, по которым заходили шахеды, они чуть ли не в рядок выстраивались и просто били. То есть у меня вопрос. Либо у нас нету ракет, а от нас это скрывают, ну и к системам ПВО. Либо у нас ПВО не работает, либо, ну, то есть что-то ж происходит. Жулян практически нету. Фактически два воздушных удара отрабатывали с Жуляны, там в Мотовах все. Я аэропорт имею в виду. По большевику тоже 2 раза отрабатывались. Артем, я уже сбился со счета, сколько раз туда лупили. Антонова добивают. То есть фактически залетает и уничтожает промышленность. Где-то связанную с ВПК, где-то не связанную, где-то ту, которая гипотетически может быть связана и так далее. Кстати, сегодня утром я направил, как и обещал, нашим гражданам заявление о преступлении в отношении господина Притулы и все вот этой его притуленной шайки. Так он новый пост выложил, тоже там в По, зал угадывается куча дронов на полу. по наведению удара на Национальный авиационный университет. Ну, посмотрим, как будет ли зарегистрировано заявление, будет ли уголовное производство, или будет как с Чернышовым. Завтра будут избирать запобежный захід. По моей информации, прокуратура не просит даже ареста, заставу. То есть ребята договорились на определенном моменте. Да, Чернышов не хотел возвращаться. Да, ему сделал Зеленский предложение, от которого он не мог отказаться. В хорошем смысле или плохом? Ну, в смысле фильма «Крестный отец», когда делали предложение, от которого нельзя отказаться. Кстати, ну, я вам скажу, паранойя у Владимира Александровича процветает. Я тут пообщался с парламентариями австрийскими и с там, людьми, которые советниками в правительстве, которые именно по линии Украины работают.
австрийского правительства. И могу сказать следующее. Во время визита, мало того, что там список, кого выдать надо, привез, с чего, конечно, австрийцы в диком шоке до сих пор пребывают. Так страх. Ну, реально, вот мы говорили, у человека страх был. Страх. Супруга Елена Зеленская неделю была в Вене, она там мероприятия, ну, разные проводила, в сопровождении полиции. Его охраняли, как вроде бы тут город каких-то террористов, ну и так далее, и так далее. Посему, ну, какая-то, я думаю, что, ну, не знаю кто из тех, кто еще имеет или имел доступ к уху, да, зеленому, но кто-то внушает какие-то страхи, химеры и тому подобное. Нет, так И, погодите, ну соответственно, смотрите, тут же очень важный момент. То есть нам почему-то вдруг рассказали удивительную блокбастерную историю, такую просто неимоверную, что где-то год назад, в апреле, пенсионер, польский пенсионер, завладел FPV-дроном, его завербовали российские спецслужбы, и он в Жешуве должен был убить Зеленского. И мы такие все, ё-моё, представляете, в Польше пенсионер. Сразу мемчики там нарисовали с бобром, типа, вот это вот все. Бобр, курва, вот это вот все. Да. Ну, то есть, смотрите, ну а зачем нам это сейчас Малюк рассказывает и хорохорится? Ну вот, ну, к чему этот сейчас момент? То есть, я глубоко убежден, Александр, что анекдоты, которые мы вчера слышали от Василия Васильевича Малюка, были им рассказаны по просьбе Офиса президента. Понимаете? Потому что ну, реально надо было перебивать историю с Чернышова. А то все говорят и говорят. А дело в том, что Чернышов, Миндич – это люди, очень близкие к семье Зеленских. Это люди, бизнес-партнеры семьи Зеленского. Это люди, которые шабатились с ними, ну, с ним. что такое шабатились? Ну, есть религиозный ну, религиозная традиция в иудеев Угу. в субботу отдыхать там в компаниях определенных с определенным там смыслом и так далее. Ну, вот шаббат называется в субботу. Вот они вместе проводили шаббат. Не, подождите, это вот, это вы не, ну, не то что шутите, это вот серьезно. Ну, это Ну, то есть я... то, что их субботняя встреча там какая-то там кумовей, друзей, близких, прям по поводу шаббата. Ну, так вот мне говорили евреи, которые в курсе этого. Это ж я, ну, не взял, не выдумал. Не, Это ну мне это можно евреи. пошутить, ну как, в шутку сказать, ой, типа шабатимся, вот типа шаббат. А так вот Не, прям ну потому, что такая, шаббат. не, ну вот так может в шутку, может. Я вообще считаю его советским человеком, Зеленского, если что. Поэтому я не знаю, но вот евреи говорят, они вместе шабатились. Я вот воспроизвел то, что мне сказали, да, те, кто соблюдает, Мгм. кстати, это самое. Ну и очень чувствительная информация. Выведение денег, фортификации, ну, множество разных вещей, связанных с Минтичем, ну и, соответственно, с Носом. Кто не знает, Нос – это кличка Алексея Чернышова, министра национального единства, миньедовца. Главного миньедовца страны Алексея Чернышова кличка Нос. Притом эту кличку ему дали там в запамятные времена, когда он работал и с российским бизнесом и так далее. Он, кстати, довольно был, там они с Миндичем и сошлись на севере, ну, то есть в Российской Федерации, это так.
для понимания зрителей. Вот, кстати, я думаю, что характеристику носу мог бы дать владыка Павел, э, настоятель Киево-Печерской лавры, который сейчас там под арестом домашним. Вот говорят, что Нос очень и очень любил трапезничать у владыки. Вот, мне вот интересно, Нос в ухо зеленое вносил, что не надо владыку там душить. Носом в ухо, это, конечно, да, это Вот, мощно, Игорь Владимирович. да, вот, то есть это очень чувствительная информация была у этих людей. Для семьи вот это дело Чернышова, его попытка невозврата, невозвращенец, министр невозвращенец, это серьезный вызов был. Им надо было это перебивать. Поэтому нам рассказали о двух покушениях на Зеленского. Правда, одно полуторагодовой давности, второе годовой. В тот же день нам рассказали о покушении на Дмитрия Гордона. А как вишеньку на тортик нам рассказали о покушении на Дениса Ермака, брата регента всей Украины, который типа служит снайпером в иностранном легионе. Мне, правда, оттуда вчера позвонили, говорят, это что, анекдот новый такой? И тамада хороший, и конкурсы у вас веселые. Я говорю, не знаю, не знаю. Сказали, у вас служит. Это самое. Ну, вот это все нам. Потом еще о попытке взрыва под дверями пустого СБУ. О том, что оно пустое, и сам Василий Васильевич рассказал, и, по-моему, каждый подросток в Киеве знает, что оно стоит, ну, пустое на Владимирской 33. Вот, ну и еще там некоторые вещи порассказывали, ну, так нормально вышло. Единственное, народ ржет. Вот. Не знаю, зачем выставляли в таком свете Василия Васильевича, ну, репутация первого важней. Вот. И вот нам продали вот эту вот историю с покушениями. Я даже их разбирать не хочу, потому что я вот почитал, честно, до слез смеялся Костя Бондаренко о том, что в этот ряд еще надо записать директора пивзавода Сумани, завхоза Жашкова, ну и тому подобное. Вот. Просто представляю, как Бортников сидит и проводит совещание о покушении на Дениса Ермака. Кстати, хочу напомнить, что человека Дмитрия Штанько, который записал в свое время известные пленки с Денисом Ермаком о коррупции, продаже должностей, все, первые дни отправили в самую горячую точку, где он и погиб, фронта. Вот. Ну, это я для того, чтобы вспомнить о человеке, Царство Небесное, и честь ему, как защитнику Родины. Вот. Кстати, еще один же момент, очень важный. Вот я тут про Ермака, да, и про его визави, да, вспомнил. И тут же мы об обстрелах говорили, а в Кончезаспу не прилетает. На Новопечерские Липки не прилетает, в правительственный квартал не прилетает, в Козын нет, в Кончезаспу нет.
мне говорят, так там нету военных объектов. Я говорю, так а что их там не размещают? Ну, почему тогда на Оболоне можно, а в Новопечерских Липках нельзя? А я могу подсказать несколько серьезных подземных объектов в правительственном квартале. Свобод там что-то разместить? Не, ну если вы можете подсказать, то вы враг народа, вы что? Не-не, я могу подсказать, где разместить. Не в эфире же, естественно, это раз. Во-вторых, я догадываюсь, почему не размещают там. Не только потому, чтобы туда не прилетело, им, в принципе, пофиг на тот урядовый квартал, они же там не живут. Этот самый, а чиновники среднего и низшего звена, работники, да, ну, госучреждений, абсолютно зеленый гнид не волнует. Они там не размещают по другой причине. Потому что среди тех, кто имеет туда доступ, людей, которые работают на все разведки мира, включая ФСБ, ну и тому подобное, ну просто грядка. Понимаете? То есть они же это самое, они же рассказывают тут, вы агент Кремля, и вы агент Кремля, а вы покритиковали власть, а вы вообще трижды агент Кремля. Все оппоненты Зеленского и Зеленых гнид агенты Кремля. А то, что у них там люди, которые имеют давние, близкие отношения с ФСБ, с бизнесом российским, с людьми, обвиненными в Украине в госизмене. Ну, у них там кумовья, братья, сваты, все, ну вот, носа того же вспоминали там. Да и Мидий в Москве работал, да и все они там были. И сам Владимир Александрович тоже. Поэтому там ничего не размещают. Кто-то сдаст. Игорь Владимирович, Зеленский, самый демократичный наш, ввел на выходных санкции против Дмитрука, Онищенко и Влада Ряшина. Ну, прям светило демократии. И вы понимаете, в чем дело? Ну, там, Онищенко, тот, который писал на часы Порошенко, который книжку написал, который, ну, по-моему, получил российский паспорт, об этом публично сам же и заявил. То есть, да, там Дмитрук, которого не могут достать из Лондона, парадокс, да, ну, Лондон как бы не выдает. Ну и Влад Ряшин, который давно отошел от дел, он занимается тем, что собрал там 150 YouTube каналов, и, ну, в общем, схема простая, там покупается лицензия, он же занимался кинопродюсер. Фактически Зеленский такой же, коллега Зеленского. То есть он покупает лицензию и запиливает на YouTube кучу там каналов, кучу фильмов, в основном это сериалы разные. И, в общем, крутит их, гоняет, и, собственно, так живет его компания. И жена россиянка, это у Влада Ряшина. То есть вот эта троица вызвала массу таких вопросов. Слушайте, не было, а тут раз и появились. Или это для того, чтобы прикрыть накат на Томаша Фиалу в этот же день? Смотрите, если вы сейчас, пока я по этим трем фигурантам пройдусь, вы найдете в списке санкционном за этот день гражданина Эстонии, то я расскажу более интересные вещи. Но давайте по этим троим. Ну, с Дмитруком понятно все. Он оппонент Зеленского, он поддерживает УПЦ, он целое совещание Зеленский по нем проводил, кому-то он нравится, кому-то его позиция не нравится, кто-то воспринимает, кто-то не воспринимает. Я, например, допустим, о союзном государстве считаю, что это, для меня это непринятно, потому что это невозможно, это какая-то история. Он об этом говорит. Ну, то есть, вот, но он оппонент Зеленского. Все ясно, все. Достать его не могут, получить санкции,
Опять же, думаю, санкции для того, чтобы YouTube заблокировать, потому что имущества у него нету, и в Крыму тем более. Ряшин — это какие-то личностные абсолютно моменты, они очень хорошо знакомы. Они работали на одном канале на Интере, я Да. имею в виду Зеленского и Ряшина. Каких-то прямых высказываний «бомбите Киев» я от Ряшина не слышал. То есть какая-то история каких-то личностных взаимоотношений. Я думаю, ну, Александр, было бы интересно у Влада Ряшина взять интервью по этому поводу. Ну, вряд И ли. поинтересоваться. Он отказался от публичности, насколько я знаю. То есть вот Ну, я понимаю, он но тихонько себе, тихонько покупает лицензии и крутит я свое о кино. другом. Я боюсь, чтобы там не было каких-то как раз с лицензиями корпоративных историй. Мгм. Которая у Влада Ряшина, но хочет «Квартал 95», да? Или наоборот, Или наоборот, понимаете? да. Да, возможно, Влад Ряшин имеет претензии к каким-то, который забрал 95-й. Мы не знаем, мы там не были, мы не можем судить, но учитывая, что они работали, то такая мысль возникнуть и имеет право на жизнь. Теперь Александр Онищенко. Ну, видите ли, то, что он сказал, что он получил российский паспорт, то я могу сказать, что мы вчера с вами, позавчера, на уикенд на Луну слетали, понимаете? Если бы были доказательства у режима Зеленского о существовании паспорта в Александра Онищенко, я уверен на 101%, мы бы уже созерцали указ о лишении его украинского гражданства. Он лишил Корбана гражданства, до сих пор не предоставил никаких доказательств существования у него другого, ну, понимаем, да, гражданства. Он просто лишил. Кто-то сказал, что у Корбана что-то есть. Ну, кто-то сказал, это ж... Вот. Тут Онищенко сам сказал и не лишают. Значит, ну, понимаем. Почему лишил бы? И почему интересен Онищенко? Ну, Если смотрите, бы... здесь очень важный момент. Важный момент по поводу российского паспорта. Значит, он об этом сам рассказал. Это важно. Но зачем ему российский паспорт? Потому что он выступает на конных соревнованиях за сборную России. То есть вот он, знаете, как это, спортивный в каком-то мере у него паспорт, как вот это вот переход, спортивное гражданство. Ну и Ну, все. смотрите, Это было в 21 году. смотрите, я не могу, Александр, вот по поводу его гражданства говорить, думаю, что если была какая-то возможность, его бы лишили украинского гражданства. Что-то там с этой историей не то. Я скажу другое. Александр Онищенко, против него введены санкции с одной единственной целью. Целью грабежа. Александр Онищенко имеет серьезные газовые активы. И очень интересные газовые активы. На Харьковщине, на моей родине, на Полтавщине, ну и так далее. И к этим активам добраться хотели давно. И вот такая возможность где-то 2-3 недели назад возникла. Высший антикоррупционный суд вынес приговор Александру Онищенку 15 лет лишения свободы с конфискацией всего и вся. И они уже потирали руки, а тут апелляция берет и отменяет приговор и говорит, рассматривайте первая инстанция снова. Они понимают, что это на 2-3 года, а времени нет, а явно на эти активы есть какой-то претендент, который уже пообещал денежку.
И тогда они идут на введение санкций. Да. Онищенко там еще рассказал историю, которую может рассказать, наверное, каждый второй, у кого были серьезные деньги с санкционного списка украинских граждан, о том, что Зеленский у него кривлялся на корпоративах. Кривлялся, это я цитирую Онищенко. На корпоративах на днях рождения, и что все, у кого он выступал, под санкциями. Не только под санкциями, еще в СИЗО и в эмиграции. Это действительно такой пунктик существует, но это не к нам, мы его только отфиксировать можем, а психолога, если Тополя собирает для Безуглой, можно использовать, чтобы прокомментировал, ну, пунктик это. Ну, Потому такой что это интересный только пунктик, действительно. По поводу еще одного. психиатрия. Не, ну я знаю, там По начиная от поводу, воров в по законе, поводу еще одного которых, попавшего которых под санкции гражданина истории. Хиллари Тедере. У него компания Arikana Real Estate. И, в общем, ну, недвижимостью он занимается. И в Крыму работает компания. Поэтому этого эстонца тоже внесли под санкции. Проблема в том, что это близкий партнер Томаша Фиала, хозяина «Украинской правды». И не только в этом проблема. Сейчас, одну секунду. И не только в этом проблема. Онищенко еще сказал, что он деньги давал на избирательную кампанию 2 миллиона. Я вот думаю увидеть Александра Онищенко, зафиксировать это все дело и обратиться в правоохранительные органы, потому что это ж получается, что Владимир Александрович брал деньги и не декларировал их. Ну, потому что я не видел, и вы не видели, правильно же, Александр, что такой взнос был в избирательную кампанию. Целых 2 миллиона долларов. Вот. Ну, это отдельная история. Теперь к этому вот гражданину Эстонии, которого вы только что вспомнили. Это три зайца. Три зайца, убитых сразу. Три. Не один. Не просто дрессировка Томаша Фиалы «Украинской правды нового времени», ну и выводка соросят, которых он содержит. Это отфиксировали. То есть это имеет место. Прямой посыл, а некоторые даже вкидывали на Фиалу ввели. Ну, понимаем, да? То есть уже все. Вот он, следующий, вот он. Смотрите, абсолютно санкции могли иметь место в отношении этого гражданина Эстонии. Но, как говорит один мой друг, зима хоккею уж не помеха. То есть ввели. Первый заяц – это Томаш Фиала. Шуганули. Украинская правда, новое время, прямой намек. Второй пакет санкций, если что, в любой момент. Активы, издания, ну, понимаем, все. Плюс до того фиалы, прошу внимания, фиалы, возможно, с участием этого его эстонского партнера, вокруг Киева построено ряд логистических центров интересных. Ну, я не знаю, сколько с них уцелело после этих всех ударов, да, которые были по подобным, ну, вещам. Но явно что-то есть, потому что там серьезные логистические моменты были. Теперь второй заяц. Второй заяц – это Скаумол. Очень интересный актив, за который идут суды больше 10 лет, и теперь они могут прекратиться. А оппонентами этого гражданина Эстонии выступает известный украинский бизнесмен господин Адамовский со своим младшим партнером
юристом, соратником Петра Алексеевича Порошенко в прошлом, Александром Грановским. Этот кейс можно закрывать, потому что после этого все суды, ну вы же понимаете, после санкций на этого эстонца, все суды теперь в одну сторону в пользу Адамовского и все. Есть. Это второй заяц. Третий заяц. Этот эстонец имеет ряд торговых центров в Украине, там их 5 или 6 в разных городах, не только в Киеве, которые сейчас будут переданы в арму, которая их реализует. Какая будет цена и кто их купит? Вот, получите, распишитесь, положите на комод, как говорится. Ничего личного, чисто бизнес, а точнее грабеж. Ну, потому что по-другому это назвать нельзя. Кстати, очень интересный момент, очень, по Скаймову. Будем отслеживать ситуацию, потому что я не исключаю, что в дальнейшем, когда новая генпрокуратура вот-вот-вот заработает, там сейчас, вы знаете, да, изменения грядут, регент усиливается, заходит зам генпрокурор, напрямую с ним связан, хотя и любимчик Елены Зеленской, и замы заходят, ну, под него, грубо говоря, под регента. Так вот, я думаю, что одной из первых это будет посадка Петра Алексеевича Порошенко. И вот тут история с Каймовым может заиграть новыми красками. Поэтому внимательно следим. Не буду подсказывать офису генпрокурора, думаю, они и без меня понимают, о чем я говорю. Ну вот такие санкции, Александр. Оппоненты и грабеж. Грабеж и оппоненты. Игорь Владимирович, сегодня Зеленский, ну, ему там, конечно, дала пас Урсула, говорит, 150 миллиардов мы выделим на оборону, мол, типа для Европы. Зеленский говорит, мы готовы 150 миллиардов осваивать, конечно. Уже вроде как принято решение от 35-40, ну там, ну, в общем, вообще 35, но там на самом... Короче, год закрывают, 40 миллиардов дают Украине. Зеленский выходит, говорит, мы можем производить 8 миллионов дронов в год. Британское производство совместное на территории Британии. То есть вот это вот все. То есть пошла вот эта вот движуха и жара дроновая. А зачем нам 8 миллионов дронов в год? Что они решают сейчас на поле боя? И кажется, знаете, когда вот мы видим, как там прилетает в тылы, да, вот как сегодня, никто, как-то, знаете, Днепр, конечно, это очень такая мощная картинка, но сегодня же под утро разнесли просто в хлам, там такой пожарище был, там ребенок, по-моему, пострадал, погиб, да, под Сумами сегодня, ночью. Об этом уже как-то, а там же просто картинка была адская на самом деле. И вот получается, одна адская картинка заменяется другой, и вот такой все шаг за шагом, а мы тут, видите ли, 8 миллионов дронов клепаем кому-то зачем-то. То есть, понимаете, какая штука? Цифры вообще не бьются. Ну, вот от слова совсем. Понятно, что по этим производствам дронов прилетает, так как куда тогда Европа выделяет деньги. И как вы оцениваете широко раскатанную губу Владимира Зеленского на этой гаке? Смотрите, ну, во-первых, воруют безбожно. На дронах, на снарядах, на закупках, на форме, на защите, на всем воруют. Просто тотальное воровство на фортификациях и тому подобное. У меня прямой вопрос к Зеленскому и Сырскому. Это ответственность, ну и Умерову, естественно. Это их пакетная ответственность. Троих.
Где фортификационные сооружения? Почему за больше, чем 3 года войны, почти 3,5, не построена современная линия Маннергейма, которая могла бы сдерживать наступление? Почему мы каждый день слышим о потерях квадратных километров украинской территории? Ответ прост. Есть линия Миндича, которая на бумаге есть, а по факту ее нету. А деньги скоммуниздили. Один момент. Второй момент. А что мешало Владимиру Александровичу, когда я знаю людей, специалистов по дронах, аэроразведке, ну вообще по всему этому направлению беспилотников, да, которые криком кричали, что надо наращивать. Все, и были деньги, вы же помните, были деньги. И деньги были, их давали, только их воровали. Никто же ничего не покупал, не производил, не создавал, не было никаких. Схематозы работали чисто на оборонке схематоза. Теперь Умеров, как этот чищур, чихто от Верховного Совета петляет, чтобы не прийти на заседание. Там срочно в связи с возникшими вопросами и к Умерову, и к Носу, и к Уху. ряду других, да, уже меняется весь Кабмин. Ухо, горло, нос. Да, уже меняется весь Кабмин под регента. И мы фактически получаем сейчас не просто дайте денег, а дайте денег выступление, понимаете? То есть дайте, а мы их освоим, там попилим, выведем что-то куда-то, пустим и все. Я, честно говоря, понимаю, что дроны нужны, фортификации нужны, ВПК нужно, деньги нужны на оборону. Но дорогие друзья, да никто не кричит с трибун. 8 миллионов, 3 миллиона, 2 миллиона, дроны, снаряды. Может вообще номенклатуру выйти и зачитать с трибуны? Ну, это любит тишину в нормальных странах, а не в то, что нашу страну превратил Владимир Александрович Зеленский. Нам говорят найпотужніший, нам говорят найдосвідченіший. Ну, конечно, найдосвідченіший. Потому что ни один президент не смог уничтожить насколько государственность. Ни один президент не имеет такого опыта подтирания Конституции собственной страны. Ни один президент не имеет таких достижений по уничтожению экономики собственной страны, благосостояния собственных граждан. Легко штыкать. Это Путин, это москали напали, это еще что-то там произошло. Но начиная от того, что допустил войну раз, заканчивая тем, что сегодня сказал Сакс, что украинская война тоже могла закончиться за 12 дней. Да. И эти 12 дней зовут Стамбульские соглашения, от которых отказались. Ребята, я всех прошу вернуться к дню, когда произошел отказ от подписания Стамбульских соглашений. Всех, кто разгорячен прямо сейчас, выпейте глоток кофе, умойтесь,
И подумайте, сколько квадратных километров территории за это время было потеряно. Сколько предприятий было уничтожено? Что произошло с экономикой? Сколько миллионов граждан покинуло территорию страны? И самое главное, сколько погибло наших соотечественников, насколько выросли кладбища. Когда министр внутренних дел показывает тут 20 человек с 6070 тел, которые вернулись, которые оказались там, допускаю, оказались россиянами, я считаю это цинизмом. Цинизмом почему? Потому что если бы это было 3000, ну это хоть как-то бы объясняло бы что-то. А когда среди 6000, ну вы должны, мое мнение, тихонько вернуть их. Ну, чтобы не сорвать следующие обмены, следующую передачу, конечно. Следующие репатриации, следующие Конечно. обмены. Это раз. Во-вторых, люди погибли. Да, это враги. Да, это противник. Но у них тоже есть родственники, как и у наших погибших. И тут как раз вопрос о христианстве. И мое личное мнение, Александр, что ну, этого делать нельзя. Вот это вот некрофилия, смотрите, притом я прекрасно отдаю отчет, что отдача этих тел, которая до этого не проходила в таком количестве, а происходит сейчас, это тоже определенная со стороны России игра, давление. И это тоже очень неприятно. Но что должен был бы сделать нормальный лидер страны, нормальный лидер своего народа? Он должен был бы выйти и сказать: дорогие соотечественники, братья и сестры, мы понесли большие потери. Мы не понимали, мы люди были как пропавшие без вести. Сейчас нам возвращают тела. Мы, естественно, с вашей помощью родственников пропавших без вести, проведем тесты ДНК. Мы всем поможем. Если попали, мы вернем, мы отдадим. Мы хотим, чтобы погибшие на этой войне были с достоинством похоронены. Уважая противника, уважая врага, ты вызываешь уважение к себе. И в конце концов о деньгах, потому что много говорят, нету денег на выплату. Так вот, лидер бы страны вышел и сказал: да, государство взяло на себя обязательства. Да, сейчас мы не можем его выполнить в том объеме. Поэтому я обращаюсь к вам, дорогие граждане, мы выдадим сертификаты, мы будем выплачивать на протяжении такого времени. С людьми, с собственным народом надо говорить, а не врать народу на каждом шагу и выдумывать. Нам не те тела передали, мы будем 10 месяцев идентифицировать, мы будем еще что-то. Говорить с людьми надо и быть хоть немножко человечным. С этим туго, Игорь Владимирович, с этим туго, с человечностью. Вот вы так вспомнили Сакса. Ну, это, конечно, красивая фраза, можно... Я вот хочу все-таки спросить у вас. Ну, просто интересно ваше мнение. Вот мы все стали свидетелем Трампа, да? Вот этой диспозиции. Если кто-то меня будет переубеждать, что когда Левит выходила и говорила, что он возьмет 2 недели подумать, помните?
А он уже тогда писали, он знал, что он будет бить. Короче, он примерно даже знал по часам, как это все будет разложено сейчас. Поэтому жутко матерился и злился, когда там Иран запустил там, по ошибке какую-то ракету единичную, да, по Израилю уже после перемирия. А Израиль поднял самолет и разбомбил там 2 радара под Тегераном. И он тогда писал, там, Израиль, разворачивайте самолет. Ну, в общем, такое. Эмоционально это все понятно. Но магистрально, вот четенько, то есть он все понимал. То есть, как это все будет. Это было, как это? Это был какой-то сценарий. Многие попались на этот сценарий, и они погрузились внутрь. Ну, то есть, смотрите, удар Америки по Ирану. Все. То есть, точка невозврата. Там, Третья мировая война и так далее. А, удар иранцев по американской базе в Катаре. Ой, все, ну начнется сейчас. То есть и все были внутри и пытались разобраться это все как бы изнутри. Но те, кто были снаружи, как, например, нефтетрейдеры, они все четенько как бы разложили. Ага, то так все, не будет большой войны, цену вниз. Почему у нас не так? Или я уже, знаете, после вот прошедших нескольких суток, ну, я думаю, вы тоже, да, тем более, что обзирали, да, обозревали, да, и этот процесс тоже у себя. Смотрите, а может быть у нас тоже где-то так? Может быть у нас тоже так? Просто мы, находясь внутри, пытаемся вот это вот колупаться в этом зеленом дерьме, а по сути все уже предопределено и есть определенные сценарии. Ну, например, там куда-нибудь прорыв на фронте, или какой-нибудь удар, или какая-нибудь там встреча в Гааге, да, или какие-нибудь там обещания. А потом одним моментом раз, и Трамп поздравляет всех с миром во всем мире. Он же сегодня заявил, что внимание, внимание все, как это, настройте уши локатора. Он сегодня написал, что он решил мировые вопросы, ну, войны в мире. Теперь будет заниматься внутренне американскими. Получается, что украинские вопросы он уже тоже решил. Ну, Александр, я говорил об этом, записывал видео, наверное, вы его тоже видели. Я имею мнение такое. Первое. Ну, во-первых, больше чем уверен, что в этом году Трамп претендует получить Нобелевскую премию мира. Ну, как минимум по состоянию на сегодня 2,5 шага к этому он уже сделал. Я имею в виду Пакистан, Индия, Руанда, а теперь полшага уже фактически Израиль, Иран. Он не мог и не сделал бы это, не играя в 4 руки с Путиным. Вот они играют 4 руки, я это повторяю постоянно, говорю, все мне говорят, да что ты это, да вот же сам Трамп рассказал, что это самое, звонил мне Владимир, а я вот сказал, не надо мне твоя помощь по Ирану. Ну, правду о их договоренностях мы узнаем лет так через 15, 20, 30. Почему? Потому что произошел размен, это очевидно. Произошел договор. Почему Катар выступил в этой ситуации лицом переговоров, будем так В говорить. футболе так есть такое понятие от стеночки. Вот они отыграли от стеночки. Красиво. Раз, от стеночки. В Да. стеночку сыграли, все. Теперь я так понимаю, что существует договоренность в рамках достигнутой по Ближнему Востоку, которая касается нашей страны. Как она будет реализовываться? Ну, я не хочу
быть пророком, у нас ситуация тяжелее. Почему? Потому что европейские глобалисты по факту на Ближнем Востоке двигались где-то в фарватере Трампа, ну, будем говорить так. В нашем же случае они выступают абсолютно, ну, с другой стороны, и из-за этого будут сложности, сложности не в наших зеленых гнидах, да, там, или там, ну, это все быстро меняется, быстро с этим можно все решить. Но мне кажется, первое, конец августа, начало осени. Осень может быть, кстати, очень кровавой, я это говорил не раз, поэтому количество дронов, в отличие от раскрадания в Украине, в России их производили и наращивали. И пока Зеленский про 8 миллионов с трибуны рассказывает, то Россия там достигает определенных моментов, и это очень и очень опасно. Поэтому кто может с больших городов, желательно, наверное, выехать в более безопасные места. Ну, кому это доступно, по крайней мере. Это мой совет. В конце августа заканчивается помощь от Байдена. Об этом уже пришли письма предупреждения в Генштаб. Генштаб это официально не подтверждал, но такие вот намеки уже из Генштаба звучали. Я знаю точно, что пришли, ну это знают все фактически. Значит, нас ожидает тяжелейший период. Сыграют эти два мировых лидера в 4 руки по Украине, не сыграют. Зеленский сегодня в интервью сказал, мы не будем субъектом, хотя тот же Сакс четко показал субъектность на примере Стамбульских соглашений, да? Вернее, мы не будем объектом, мы будем субъектом. Ну, я не думаю, что так будет. Я думаю, буду четко доводить, как, куда и что. Будем свидетелями исторических событий. Я думаю, что Трамп будет пытаться до конца года прекратить боевые действия в Украине. Для нас, дай бог, потому что на кону существование страны и жизнь наших людей. Как это будет происходить? Ну, еще можно час проектировать, смотреть на это. Я думаю, мы еще не раз об этом в эфирах будем, ну, говорить как бы. Но правильно Александр подметил, мы подошли к черте, что после окончания Ближневосточной войны на очереди Украина. Да, значит, друзья, давайте подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Он звучит следующим образом. И, собственно, вот что вы наголосовали. Больше 10,5 тысяч мы получили голосов. Вот такие итоги. Ох, как разделились мнения. Да будет ли президентство Зеленский до конца войны? Вот это важно. 19% зависит от Путина. 21% да. 22% зависит от Трампа и 38% нет. То есть примерно понимаем, как думают люди и как наша аудитория. Спасибо большое, что оставили свой голос. Что скажете? Практически тот процент, который Чернышов озвучил на ухо, зеленое ухо. Нос в зеленое ухо. Да, зеленое ухо горлонос. Да, у нас сегодня получился. На самом деле, запатентуем свой там новояз, да? То есть ухо, горло, нос. Горло это почему? Потому что там же Верес, этот командир, говорил, что нам дали в рот, но мы не проглотили и уже не проглотим. Ну, помните вот это интервью? Это же феноменальная история по поводу окончания войны.
Значит, переходим к вопросам. Начнем, пожалуй, с клуба зрителей в телеграм-канале. Спасибо, друзья, что подписываетесь. Спасибо, что поддерживаете и помогаете. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк. Не забудьте отметиться своим комментарием. Значит, здесь такой вопрос. Добрый день, добрый вечер. Очень интересно, признает ли Игорь свою ответственность за сегодняшнее происходящее в той части, что он был активным поклонником преступного Майдана, разносил антирусскую пропаганду по зомбоящику, транслировал крайне радикальные взгляды, которые в конечном итоге и позволили сегодня происходить тому, что происходит в Украине. На основании вышеизложенного очень интересно полюбопытствовать еще, если бы Игорь знал, к чему приведет в том числе его деятельность наиболее активно развернувшаяся в 13-14 годах, стал бы он тогда так поступать? Благодарю за передачу ведущего, гостя за ответ, несмотря ни на что, с глубоким уважением. Смотрите, были ли ошибки с моей стороны? Были. Были ли ошибки? Вот понимаете, смотрите, давайте так. Когда вы говорите, признаешь ли ты, я не признаю в одностороннем порядке. Я признаю, что ошибки были. Но ошибки были со всех сторон в период 13-14 года, если мы об этом говорим. Если мы сейчас дальше будем продолжаться бросаться какашками, виноват Мосейчук, а я буду кричать, виноват Янукович, а третий будет кричать, виноват там еще кто-то, четвертый кто-то и так далее, мы никогда не сохраним страну, мы продолжим ее раздирать. Нам надо закрыть этот кейс. Если хотите, я признаю, что ошибки были. Но я также хочу, чтобы признали, что ошибки были преступные со стороны тех, кто стоял на сцене Майдана, преступные со стороны тех, кто сидел на Банковой, в отличие от меня, который на тот момент у власти никак не находился, а находился в камере Лукьяновского СИЗО. Поэтому, ну, так вот. Но я тоже признаю многие вещи. Да, Стал бы ли я их делать сейчас? Скажу так, делал бы и поступал бы, ну, абсолютно по-другому, понимая, ну, по крайней мере, не дал бы воспользоваться плодами того, что произошло в результате восстания украинского народа, негодяям. ну смотрите, какая история. Мы все, конечно, очень горячи задним умом. И всегда популярный ответ на этот вопрос, типа, если бы я знал, я бы сделал точно так же, я ни о чем не Не, ну, жалею. Это задали бы, ерунда, я бы Игорь не сделал. Владимирович. Игорь Владимирович, Я это бы не сделал. ерунда, вы же понимаете. Если бы мы Я бы все... не сделал. Вот, понимаете, в чем дело? И, конечно же, любой бы человек, любой. А мне вот интересен этот вопрос в отношении уже тех, кто в земле. Понимаете? То есть я четко могу сказать, если знать, вот как это все развернется и повернется, конечно, были бы другие и жизненные решения, и там гражданские решения, и какие-то другие абсолютно вещи. То есть по-другому и профессиональные решения были бы другие, если бы сейчас в 25-м году, ну или, допустим, тогда там в 13-14 знать, что будет вот такой 25-й. И каждый бы это четко, это надо признавать, и не надо этого стесняться. То есть, ну, я просто знаю, что вот эти хорохорятся, типа, нет, Но все, ни о задним чем. числом умным быть. Значит, еще раз. Задним умом быть очень легко. Да. Я лично, признаю ошибки. Тут я пишу книгу, и я думаю, я в ней напишу всего, что я знаю. Я знаю очень много разных вещей. И по Луганску мы когда-то с Александром, ну, обсуждали. Вот, и по другим, и по Крыму, и, ну, по Крыму, кстати, Наташа Лащенко написала очень интересную документальную книгу «Кража». Можете, кому интересно, взять, почитать. Там практически собраны документальные свидетельства и документы о том, что происходило в Крыму.
Так вот, это самое, задним числом быть всем легко. Я признаю ошибки, и я, естественно, зная наперед, никогда бы не сделал то, что сделал, а делал бы все по-другому. Да, безусловно. Людмила Тарновская, здравствуйте. Скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Игорь Владимирович, вы с этим согласны? Спасибо. Смотрите, конечно, согласен. У меня немного друзей, но за своих друзей я готов ответить. Мгм. Добрый вечер, господа. Игорь, в прошлый раз мы с вами выяснили, что среди зеленых гнид есть зеленые вши. Но в медицине это заболевание называется педикулез. Не кажется ли вам, что по-научному это звучит намного правильнее? И если и какое лечение, по вашему мнению, будет наиболее эффективным для избавления от этого педикулеза, Константин? Прожарка. Я считаю, что, я Прожарка. считаю, что Рассказываю, Александр, вам будет интересно, зрителям тоже. Э, Я не знаю, как сейчас. Раньше, когда меня там катали по этим тюрьмам всем, то когда ты приезжаешь в новую тюрьму или колонию, то ты сдаешь все свои вещи на прожарку для уничтожения всех вот этих вот гнид, шей и других насекомых. ну не знаю, я бы всех побрил. Ну, Не, ну это бреют для того, чтобы в голове не было и в паху. я бы А всех побрил. в одежде они остаются, тут надо прожарка. Да, надо вовремя переодеваться, переобуваться. Значит, Глеб, спросите вашего гостя, помнит ли он эфир с Наталкой Мосейчук в 23-м году, где он называл жителей ДНР, ЛНР украинскими гнидами, и не хочет ли он встать перед ними на колени и извиниться? Спасибо. А вы называли в 23-м году... Значит, смотрите, в 2023 году я никогда не был в эфире с Наталкой Мосейчук, в 2022 не был, в 2021, в 2020 не был. Поэтому вы либо меня с кем-то путаете, либо, я не знаю, я не мог этого говорить. И плюс еще, смотрите, вот эта история потеряла всякий смысл. Нет, ну, конечно, идиотов у нас хватает. Если честно, я поделюсь своим мнением, я не понимаю. Вот эти похоронные процессии, все на колени, вот этого всего, все на колени, вот вообще не понимаю. Там награду жене вручает местный какой-нибудь там чиновник, она на колени. Нет, никаких коленей. Эта вся история с на колени кончилась со стадиона Порошенко и Зеленского, помните? Абсолютно. Вот после Абсолютно. этого, вот все. Ну, до этого я еще так, знаете, ну, относился как какой-то, ну, ну, кто-то традиция такая, то есть дань уважения, все. Но Ну, после... вообще, смотрите, Александр, если можно, одним предложением. Ставить кого-либо на колени, что я, кстати, делал тоже, я ж не могу сказать, что я этого не делал, или цей. До стадиона это еще была одна история. А после стадиона, как вы правильно заметили, это уже вообще. В отношении людей, которые сами встают на колени во время похоронных процессий, сами не заставляют их, а сами, то это право каждого человека. А Мгм. когда начинают кричать на колени, еще что-то, вы наоборот насилием провоцируете отторжение, чего делать категорически нельзя. Игорь Владимирович, Алексей Иванов спрашивает, у вас много знакомых военных ВСУ, почему все молчат? Чем после войны будут заниматься бывшие фронтовики? Как считаете, работодатели будут охотно брать бывших военных, опасаясь ПТСР? Вы согласны с Константином Бондаренко, что часть военных бывших пойдут в криминал? Ну, смотрите, я не то, что с Константином Бондаренком согласен, я согласен с историческим опытом. А исторический опыт говорит о том, что часть военных не находят себя в мирной жизни и идут в криминал, в криминальные структуры,
сколачивают свои банды, входят в существующие. А у нас наша власть породила не одну бандейку, не одну, будем говорить, синдикат. Поэтому, да, это будет иметь место, да, это проблема. Что касается работы и работодателей, смотрите, запрос на руки будут всегда. И тех, кто захочет работать и будет работать, будет востребован. Вопрос, они не хотят работать, подождите, ну. Я еще раз говорю, вот вы, Александр, давайте скажем так. Есть процент, который не захочет работать и не будет работать, потому что он привык воевать. Мы когда-то с вами обсуждали и создание частных военных компаний, куда возьмут ребят, которые прошли боевой опыт. И криминал пойдут, ну, как только что задали, да, нам вопрос. Ну, а часть пойдут работать. Это было всегда. Это поствоенный синдром любой страны. Если вы думаете, что в России прошедшие СВО не пойдут в криминал, то вы глубоко ошибаетесь. И в России пойдут, и в Украине пойдут. Вот так вот честно даю ответ. Ой, ну вы, конечно, вы же знаете, я это так, я так этого не люблю, вот эти все, это мне попахивает вот это такой, ну ладно, не буду оценивать. Что именно? Ну, Нет, смотрите, ну, Александр, у вас спросили четко. Вот сейчас мы переживаем, на самом деле, ну, такую волну, да. Нам рассказывали, и так с упоением в Украине, украинская пропаганда рассказывала о том, как там какой-то бывший СВОшник побил, или от Пригожина, отщепенец, который отслужил, там, зэк бывший, год отслужил, и типа на свободу вернулся домой, там ужасы всякие рассказывали. Вот сейчас, пожалуйста, азовец, на рекрутинге, да, его избивают прутами железными возле его дома, налетом 4 человека. Все сразу, о, это кто-то заказал по телеграмму, пророссийский. Потом разобрались сегодня, и он сам уже должен, немножко оклыгал этот азовец бывший, и говорит, так это мои же азовцы меня и побили. Только они действующие, поэтому полиция так вот воды в рот набрала и все. То есть у нас уже есть конкретные примеры разборок между ветеранами. Смотрите, Александр, еще раз повторяю, поствоенный синдром существовал и будет существовать. В Украине он будет в большей мере, потому что большее количество людей прошло через войну на, ну, то есть нас меньше как народа, нас меньше как населения, а то есть больший процент прошел войну. И это будет ощущаться и ощущается уже сейчас. Плюс, давайте не забывать еще один момент, который у нас есть эксклюзивный, в России его нету. Это последствия бусификации и людоловства. Потому что когда тебя засунули насильно, и ты получил ПТСР, это втройне, ну, еще понимаем, да, говорим об этом. Но надо сказать и там, и тут. Когда наши пропагандисты говорят, вот этот СВОшник, так это возможно же было, так и у нас же было. И чем вы от Соловьевых отличаетесь, Симонян и тому подобных? Да, чат трансляции. Вопрос. Игорь Владимирович, как вы относитесь к Андрею Полтаве? Интересна ваша оценка подобных деятелей и их контента до февраля 22-го. Спасибо, всем добра. Смотрите, контент ни разу не смотрел, слышал какой-то ура патриотический. Отношусь, знаю о его работе в городе Полтава, секретарем Полтавского городского совета в коалиции с Ильей Кивой.
Вот если вы знаете контент патриотический, знаете, кто такой Илья Кива, вот составьте себе мнение, что человек мог вот так вот, ну, вот так вот. Ну, Илья Кива тоже разный был. Не, Илья Кива на момент сотрудничества с Андреем Полтавой был народным депутатом от Мгм. ОПЗЖ. То есть уже тот, который, да. Да, Мгм. Последняя версия, да. Точнее, да, предпоследняя. последняя версия, да. Последняя версия была в России, да. Предпоследняя. Предпоследняя это в политике украинской, я понял. Значит, тут вот шелест, какая война, кто кому что объявлял, Олег буянит. Задай вопрос, война или АТО переименованная? Ну да, войны никто никому не объявлял, ни Украина России, ни Россия Украине. Смотрите, де юре войны нету. И это является военным преступлением по отношению к своему народу и своим собственным вооруженным силам со стороны Владимира Александровича Зеленского. Я не раз это говорил. Это де юре. Де-факто идет самая настоящая война. Ну, поэтому и преступление, что ее не зафиксировали. Александр, И объявлять ее не надо. Вот большая, смотрите, друзья, я извиняюсь, Александр, большая ошибка. Мы не объявили войну. Да нету. Нигде. Ни в международном праве, ни в нашей конституции, ни в нашем законодательстве понятия кому-то объявить войну. Есть правовое состояние войны. А есть военное положение, которое неконституционный образ нам продлевают уже 12 раз. Александр Гайдар, Беларусь помогает техникой и топливом Украине? Нет. Мгм. Ну, тут просто есть разное последнее время такие домыслы, а чьи нефтепродукты заходят в Украину на вот этих фурах, а откуда оно все Российский. берется, понимаете? То есть Российский, переработанный в Европе. Дальше. а, Зеленский не юрист? Нет, не юрист. Нет, диплом Зеленский имеет, но не юрист точно. не юрист точно. А, Вопрос. Что французы хотели от Украины? Полтавская битва. Полтавская битва. Вопрос. Французы не принимали участие в Полтавской битве никоим образом. М, Так, значит, ну это просто тут чат я вычленяю, знаете, тут люди общаются, какие гаги, какие репарации, ну да. Значит, орешники Путин испытывает, в серию уводит. Опасаться ли Украине? Задает вопрос пользователь. Ну, конечно, опасаться. Сегодня Днепр показал без орешников. Надо опасаться или не надо, друзья? Ну, а посмотрите, буквально с перерывом в 3-4 дня с Киевом что происходило. И опять же, мы не знаем, возможно, через 3-4 дня опять повторится. Отношение к Белецкому, пожалуйста, Юрий спрашивает у вас. Без комментариев. А почему? Я не комментирую отношения с людьми, с которыми я работал в тот или в другой период. Сейчас вот опять вспоминают вот эти вот там с Арестовичем перебранки. Ну, вы помните еще там вот эти в студиях Украины 24. Я помню, о чем говорят, тем более я знал этих всех людей, знаю всю эту ситуацию и просто не хочу. Андрей Барбин, ракеты ПВО все на Израиль, Иран потратили. Украине что, уже нет совсем? Смотрите, по поводу ракет ПВО я высказывался уже. Это приблизительно как с деньгами. Деньги были, но дронов и фортификаций нету. Вот ракеты тоже были, но ими сбивали шахеды, когда эти шахеды можно было сбивать обычными зенитными и даже пулеметами, понимаете? Это я приводил пример, как с доской сороковкой бегать по двору за мухой приблизительно, понимаете?
Ой, ну давайте такой вопрос. Все очень переживают, что у вас очень туго затянут галстук. Все нормально, друзья, все культурно, все красиво, все не прикалывайтесь. Давайте в качестве шутки спросите у Мосейчука про трусы и где носороги. Значит, смотрите, носороги в кабинете, трусы на мне, даже штаны на мне. Это вы опасно сейчас сделали, сейчас опять пририсуют какую-то ерунду. Да, а вообще мои дырявые трусы, которые мне пририсовали на голове в Зеленском. А Зеленский где? В Гааге. Скоро будет Да, встреча, он уже да, встретился с... когда Ермак сказал, что на второй срок, то я ответил, что он еще первый не отсидел. Это да, отсидел в том самом смысле. Игорь Мосейчук был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо вам, Александр, спасибо вам, дорогие друзья. И давайте все вместе, что бы ни происходило, сделаем нашу страну великой, мирной и процветающей. И будем жить. Всем добра и света. Увидимся скоро.